Все это началось, когда мне было 14 лет. Я был обычным ребенком. Друзей у меня было много, почти не сидел дома. Все было хорошо, если бы не странное чувство, как будто за мной кто-то следит. Причем это странное чувство не покидало меня никогда. Когда я в душе, или ем, или ложусь спать. Но думаю, вы поняли. Родители работали. Домой приходили поздно. К тому времени я уже спал. А уходили довольно-таки рано. Мы лишь изредка успевали перекинуться парой слов. В тот день я сидел на кухне за ноутбуком и пил чай. Я посмотрел на часы, было где-то 10:30 вечера. Я решил лечь спать пораньше. Только я начал засыпать, как из кухни послышались какие-то шаги. Но я-то знал, что дома я был один. Я попытался заснуть, думая, что все пройдет само по себе, но шум стал невыносим. К шагам прибавились какие-то постукивания. Мне казалось, что там бродит человек с десяток. Я услышал, как кто-то идет по коридору. Накрылся одеялом и закрыл глаза. Мне было страшно. Вмиг мне показалось, что оно стоит возле моей двери. Я слышал его дыхание. Мне казалось, что сейчас оно или они войдут ко мне, и мне конец. Как вдруг кто-то засунул ключ в замочную скважину входной двери в квартиру и стал медленно открывать дверь. Шаги прекратились, и я услышал голоса своих родителей. Я радостно выбежал из комнаты, увидел отца и мать. Они странно себя вели, как будто меня не замечали. Они молча, не обращая внимания на меня, на мои крики, прошли в свою комнату, закрыв дверь. Я подумал, может, они устали после работы. Мама работала продавцом в торговом центре, а отец – грузчиком. Они пошли в свою комнату. Все же пугающие звуки прекратились. И было не страшно. Как-никак родители дома. Поэтому я быстро уснул. Я проснулся часов в 10. Как обычно, дома никого не было. Медленно слез с кровати и поковылял на кухню. Первое, что я заметил, что на столе не было карманных денег. Обычно родители всегда оставляли мне немного денег, и я не особо зацикливался на этом. Подумаешь, мало ли, может быть, забыли. Попил воды и пошел обратно в свою кровать, прихватив с собой ноутбук. Лазил по разным сайтам интернета, как вдруг зазвонил телефон. Я ответил. Это была работница больницы. Она сказала, что вчера моих родителей сбила машина. И что они погибли. Я не поверил ее словам и сбросил вызов. Какого черта? Ведь я вчера видел своих родителей. Я видел, как они зашли в свою комнату. Я собрался с силами и решил проверить. Я вышел из своей комнаты, прошел по коридору. Дверь родителей была приоткрыта. Я дернул за ручку, и в комнате было пусто. Все как обычно. Их кровать, письменный стол и гардероб. Я уже хотел уходить, но заметил красную лужу у кровати. Медленно наклонился, чтобы заглянуть под кровать. Там лежал мой отец, весь в крови, с улыбкой на лице. Меня начало тошнить. Я отпрыгнул от кровати. Начал вставать с пола, как вдруг почувствовал дыхание в затылок.